Дота сосет, нормальные пацаны играют только в Лигу Легенд. Или наоборот. Не знаем и не будем разбираться, у нас ролик не об этом. Мы тут поясняем только за лор. Так и вот, Лига Легенд, как и любая другая популярная моба, во многом обязана своим успехом большому выбору доступных игроку персонажей. Любого геймера с порога встречают утонченные волшебницы и мужественные ниндзя, загадочные хранители леса и величественные драконы, разумные механические големы, уродливые чудовища из глубин бездны и милейшие человекоподобные лисички всех цветов и размеров. Выбирайте по вкусу. Этих персонажей, чемпионов, отличают нечеловеческие сила и ловкость. Они умеют призывать на помощь стихии и манипулировать временем, и кажется, будто весь мир Рунтеры состоит из непобедимых воителей, единственное призвание которых — бесконечная битва на полях правосудия. Но это не так. На каждого Дариуса, размахивающего над головой огромным двуручным топором, в Ноксусе найдутся тысячи обычных мужчин, не способных поднять ничего тяжелее мотыги или кружки пива. На каждого гениального Хеймердингера сотни лаборантов Пилтовера, чье имя останется лишь в приемной комиссии университета, да на корешках книжек, вовремя не сданных в библиотеку. Наконец, далеко не все демасийцы способны похвастаться роскошной фигурой и ухоженной шелковистой шевелюрой, которой известен Тарик. Бриллианты, сапфиры и прочие драгоценности, которые являются частью его безупречного образа, обычные жители Демасии видят разве что по праздникам, когда знать устраивает рыцарские турниры. Повсюду блестят начищенные доспехи и проплывают на свои места дамы в шикарных одеждах. Рунтера с ее богатой историей и географией стала домом для миллионов обычных людей, не наделенных и крупицей тех способностей, которыми обладают могущественные чемпионы. Они в этих войнах лишь вынужденные наблюдатели, молчаливые летописцы, а иногда и невинные жертвы. Они живут свои обычные человеческие жизни, издалека поглядывая на подвиги настоящих небожителей, и погибают в тени их величия. Этот ролик про тех, кого мы никогда не увидим на полях правосудия. Для незнающих, так в старом лоре лиги назывались арены, где сражались игроки. Про обычных заводчан Зауна, кочевников Фрельйорда, отшельников Ионии и купцов Шуримы. Если вы всегда хотели знать, есть ли среди ноксианцев садовники, сколько порядочных граждан среди пиратов Билджвотера и что вообще известно о быте отшельников из Ишталя, все это мы расскажем и покажем в этом видео. Этот ролик для вас написал Дмитрий Мормуль, озвучил его я, Андрей Хайвер, а поженил картинку и звук монтажер Влад Грампс. Добро пожаловать в новый видос от FunPay, лучшей торговой площадки для геймеров в Рунтере, в Рунете. В общем, вы поняли. Давайте уже к лору. Сама Рунтера, мир, ставший основой для Лиги Легенд, по своей структуре и размерам очень напоминает Землю. На планете есть огромные протяженные материки, на разных поясах которых расположены пустынные регионы, дикие джунгли, свирепые заснеженные горы и непроходимые ядовитые болота. Если принять во внимание размеры и плотность населения всех известных городов, империй и общин, а также пересчитать по головам всех кочевников Шуримы и Фрельйорда, можно предположить, что общее население Рунтеры составляет от 500 миллионов до пары миллиардов разумных существ. В этом ролике обратимся к самым понятным и близким нам представителям аборигенов – людям. Они раскиданы по всей Рунтере и формируют крупные общины, города и даже мегаполисы. Всего на планете 8 крупных регионов и несколько локальных точек, в которых сконцентрированы все основные поселения, различающиеся географическим положением, погодными условиями, архитектурой, бытом и даже религией. Остальные расы Рунтеры либо настолько плохо исследованы и описаны, что сказать о них нечего, либо наоборот, достойны отдельного ролика, как, например, смелые йордлы, про быт которых Riot Games выпустили отдельную игру. Если хотите отдельный рассказ про этих невысоких, но значимых для Рунтеры героев, напишите в комментарии. Таргон.
Одной из самых самобытных человеческих культур на всей Рунтере являются племена, населяющие подножие горы Таргон. Сама гора – одна из самых высоких и мистических точек на планете, сыгравших огромную роль в истории Вселенной. Чемпионы из этого региона – загадочные и мощные носители сущностей – Тарик, Леона, Диана и Пантеон, и даже создатель звезд, систем и галактик – космический дракон Аурелион Сол. Заснеженный пик, устремленный прямо в небо, притягивает внимание многих пилигримов как ультимативное испытание силы и духа, и многие отдают свои жизни в попытке покорить эту вершину. Тех, кому же все же удается подняться на самый верх Таргона, ждет еще более невероятное испытание. Гора выбирает достойных и наделяет их космической силой, возвращая в мир в виде аспектов божественных сущностей. Если же потенциальный носитель недостоин такой чести, он исчезает из этого мира навсегда. Веками желающие дойти до вершины и прикоснуться к этой силе штурмовали Таргон, борясь с природой и собственными сомнениями. Из-за бесконечного паломничества у подножья горы сложилась целая человеческая культура кочевых воинов, которые называли себя ракаранцами. Быт ракаранцев выстроен вокруг горы, которая стала им домом. В теплые сезоны они снимаются с насиженных мест и спускаются на пастбище нижнего пояса, где занимаются скотоводством. Холодной зимой племена, наоборот, забираются повыше на склоны, где охотятся на дичь, исследуя многочисленные горные тропы. В любое время года верный партнер каждого ракаранца – это священное животное Таму, которое всегда обитало на склонах Таргона. Ракаранцы сразу обратили внимание на Таму и начали использовать их в быту. Для начала как источник мяса и меха, посмотрите, какая у них роскошная белая грива. А затем и в качестве ездовых животных. Благодаря крепким копытам, мощным лапам и плотному меху, Таму быстро стали частью охотничьих традиций ракаранцев. Без них добыча пропитания на суровых склонах Таргона превратилась бы в настоящий ад. Желая быть ближе к священной вершине зимой, ракаранцы начали вырубать жилища прямо в ее камне. Началось все с небольших пещер, в которых можно было переждать непогоду, но с развитием инструментов и технологий кочевники стали выдалбливать в склонах целые церемониальные залы, рынки и храмы. Если вам такое кажется диким и даже невозможным, в истории человечества есть много примеров, когда люди вырезали из камня целые города. Например, древнейшие храмы в скалах Петры в Иордании, подземные города в Каппадокии и огромные храмовые комплексы в Лалибелле, что в Эфиопии. Все эти теперь уже памятники были вырезаны из твердых пород камня задолго до изобретения сложных технических приспособлений. По всей видимости, ракаранцы блестяще владеют ремеслом, изготавливают посуду и инструмент, ледорубы для восхождений, долота и зубила, кувалды и кирки, и успешно их применяют. Я экипировался, чтобы копнуть глубже и узнать, чего мне не хватало. На этот раз я был неудержим. Раз уж мы заговорили о храмах, углубимся в тему религии. Она стала камнем преткновения, когда-то разделившим ракаранцев на две фракции. Изначально их языческая вера предлагала поклонение Солнцу и Луне как двум главным источникам жизни во всех ее проявлениях. Свет Солнца почитался ракаранцами как истинный, раскрывающий правду и принимающий все живые существа. Лунный свет, уравновешивающий свет Солнца, почитался как источник баланса сил в природе. К слову, ракаранцы настолько одержимы небесными телами, что всерьез увлеклись и даже достигли немалых успехов в астрономии, пытаясь разгадать волю высших сущностей. Сейчас уже не установить причин конфликта, но много веков назад в рядах ракаранцев произошел раскол. Религиозная и военная элита стала поклоняться Солнцу, отвергая любые другие источники света. Они начали носить яркие одежды оттенков желтого, оранжевого и красного цветов. Называли себя Солари и объявили всех, кто поклоняется Луне, еретиками, стремящимися разрушить Таргон. Гонимые отовсюду почитатели Луны назвались Лунари и продолжили поклонение серебристому свету спутника, тайно скрываясь в скалах Таргона, почти никогда не собираясь вместе и прячась при свете дня. Они выбирают темно-синие и фиолетовые одежды и часто украшают их полумесяцем, символом своей веры. Противостояние двух некогда близких друг другу религий продолжается и сегодня. Несмотря на огромное численное и идеологическое превосходство Солари, им не удалось извести под корень скрытных поклонников Луны, которые раз за разом проводят успешные тайные операции и продолжают практиковать свои обряды на горах Таргона. Димасия.
Гонение мирного населения – вообще распространенное явление в мире Рунтеры. Взять, например, Димасию – величественное государство, сколоченное некогда из беженцев, которые пытались скрыться от последствий рунических войн и разрастающейся империи Ноксуса. Сбежав от угроз внешних, димасийцы столкнулись с новой напастью – врагами внутренними, которые привели к расколу общества. Но я забегаю вперед. Добро пожаловать в великий город Димасии, столицу страны, почти победившей магию, родину Гарена, Люкс и Джарвана, дом для Фиоры, Квин и Вейн, и сестер Кейл и Морганы. Вы только посмотрите на эту величественную архитектуру, которая отдает Ренессансам. Все эти колонны, арки и статуи из белого камня были бы очень уместны во Флоренции, Константинополе и Риме. Из фэнтезийных аналогов местной архитектуре подойдет, пожалуй, Минас Тирит из «Властелина колец». Но киношное воплощение Башни Дозора кажется очень тесным по сравнению с димассийскими монументальными арками и широкими улицами, мощенными белой плиткой из петрицита. Алло, уважаемый, ты куда это намылился? Петрицит – это материал такой, вокруг которого и образовалось когда-то государство Димасии. Наткнувшиеся на необычную опушку беженцы с удивлением обнаружили, что местный лес умеет поглощать стихийную магию, от разрушительных последствий которой они и пытались убежать. Предприимчивые жители нового государства взяли на вооружение свалившийся на них материал. Из петрицита стали строить здания, памятники, создавать доспехи и оружие, амулеты и щиты. Благодаря необычному материалу Димасия надежно защищена от магии, а сами димасийцы давно научились применять петрицит не только для защиты от внешних посягательств, но и для подавления магии внутри страны. Дело в том, что травмирующий опыт рунических войн засел глубоко в головах основателей Димасии, поэтому граждане великого города очень чувствительны ко всему магическому и предпочитают обходить волшебников стороной. Да и сами волшебники не стремятся заявить о своих способностях окружающему миру, потому что быть магом в Димасии все еще стыдно. Я знаю, кто ты. До недавнего времени всех волшебников, которые здесь рождались, ждала незавидная участь. Они либо были задержаны и гнили в специальных петрицитовых тюрьмах, либо принудительно вступали в ряды охотников на магов. Охотники на магов — это созданный на заре формирования государства орден, основной задачей которого является защита законов камня, основного свода правил, по которому живет каждый домосиец. На деле охотники стали полицией, выслеживающей и нейтрализующей любого мага. Они носили одежду государственных серых и синих оттенков, маски, закрывающие лицо, частично или полностью, и символ своей власти, сделанный из петрицита знак с гербом Димасии. Впрочем, орден переживает не лучшие времена. Почти безграничная власть, гарантированная самой короной, бесконечные ресурсы от поддержки дворян и эксклюзивное право на пользование магией сыграли злую шутку с охотниками. Они начали перегибать палку и ломать судьбы невинных людей. Многие члены ордена стали участниками громких дел о коррупции, и в конце концов настроения в обществе вылились в настоящую гражданскую войну. Угнетенные маги во главе с бывшим охотником Сайлосом восстали, и после безуспешных попыток подавить народное недовольство, король Джарван IV спешно ликвидировал орден. Закончилось ли на этом противостояние? Конечно же нет, ведь презрение и боязнь магов воспитывались в димасийцах поколениями и стали буквально частью культуры. Да и сам орден, поддерживаемый дворянами, так просто не канет в лету и наверняка будет действовать подпольно, продолжая свое священное дело. Несмотря на то, что в борьбе с магией в Димасии угадываются параллели с охотой на ведьм, которую устроила католическая церковь в Западной Европе, религии как таковой в великом городе не сформировалась. Местные жители превыше всего ставят честь и закон, а в качестве идолов используют памятники династии Джарванов, основателей и королей Димасии. В Димасии, как нигде в Рунтере, ценят понятие долга, а за оскорбленную честь можно понести справедливое наказание. По древнему обычаю, за нанесение оскорбления роду вас обязательно пригласят на дуэль со всеми вытекающими. Сама Димасия — это классическая феодальная монархия, власть в которой сосредоточена в руках правящей династии и горстки аристократов и рыцарей, получивших земли за службу или родственные связи с короной. Власть в Димасии преимущественно любят, воспринимая ее гарантом стабильности и защиты. Это Рита? Очень рад.
Очень рад познакомиться. Очень рад. Лицо короны – это армия. Небольшая, но очень профессиональная. Служба в ней сулит почет и призрачный шанс получить за выслугу кусочек земли. Основное же население Демасии – обычные средневековые люди – ремесленники, шахтеры, купцы и земледельцы. Петрицит – не единственное сокровище, которое они нашли буквально под ногами. Прямо из земли первые демасийцы достали напитанные первобытной стихийной магией самоцветы, оставшиеся здесь от первых рунических войн. Чтобы изолировать их волшебные свойства, ювелиры начали встраивать самоцветы в украшения из петрицита. Так появились потрясающей красоты белые подвески, броши и прочие украшения, известные по всей Рунтере. Отличились и демасийские кузнецы. Для нужд немногочисленной, но профессиональной армии Демасии они начали изготавливать доспехи и оружие, закаляя сталь в благословенных водах местных рек. Такая сталь приобретает необычную крепость, о которой ходят легенды даже за пределами Демасии. Добыть себе клинок из демасийской, или, как ее называют, серебряной стали, удача не меньшая, чем получить хорошее наследство от неожиданно почившего дядюшки. Наконец, вершиной творческой и исполнительной мысли ремесленников Демасии стал Галио – статуя из петрицита размером с современную 15-этажку, построенная для защиты от магических угроз. Вырезать такой монолит без использования магии – задача, на которую потребуются сотни рук и тысячи жизней. Скажем, сопоставимую по габаритам статую свободы изготавливали и собирали на протяжении 10 лет, а чуть уступающего по размерам колосса Родосского – целых 12. Итогом работы демасийских мастеров стала огромная статуя, в которой угадываются черты средневековых горгулей. Здесь авторы вдохновились фольклором, приписывающим этим готическим образом свойства защитников от злых духов. Параллель очевидна, тем более, что во время первого же конфликта с использованием магии Галио ожил и встал на защиту Демасии. От ремесленников перейдем к высшему сословию. Аристократия в Демасии – это в первую очередь дворяне, представители древних и уважаемых домов и дальние родственники королевской семьи. Среди них есть династии, появившиеся вместе с самой Демасией. Например, род Краунгардов, хранителей королевской семьи, или семейство Дюрандов, втайне от всех собирающих армию големов из петрицита. Дворяне носят сине-белые одежды, предпочитают золото и серебро в украшениях, побаиваются магии и всем сердцем болеют за чету Лайтшилдов, династию монархов, стоящую во главе Демасии. Хотя ненависть к магии носит скорее формальный характер, среди дворян нет-нет, да и родится очередная волшебница. В таких случаях знатные лорды, конечно, используют все свои ресурсы и влияния, чтобы скрыть этот факт от окружающих, а родственничкам-магам строго-настрого запрещают использовать способности. Этот принудительный отказ от магии привел к тому, что во многих дворянских домах хранятся и передаются по наследству книги и артефакты, назначение которых давно уже позабыто. Теперь они не более чем модный аксессуар. Фрельйорд. К северу от Демасии расположен самый морозный край Рунтеры – суровый Фрельйорд, родина величественных Эш и Седжуани, свирепых Триндамера и Удира, харизматичного усача Браума и древних полубогов Орна, Волибера и Анивии. Посреди замерзших рек, скалистых ущелий и древних руин живут в постоянном противостоянии еще 3 фракции людей, внешне похожих, но отличающихся своими убеждениями. Морозные стражи, налетчики Когтя Зимы и клан Аваросан. Много веков назад древняя магия заточила подо льдами Фрельйорда потустороннее зло. И теперь в этом крае практически вечная мерзлота. В условиях постоянных буранов, метелей и вьюг борются за свое выживание племена людей, возглавляемые хладорожденными, избранными воинами, магами и провидцами, которым не страшен холод. Обычных людей они называют теплолюбивыми.
Бесконечная метель и минусовая температура наложили след на быт местных племен. Будучи кочевниками, они практически никогда не возводят построек, живут в палатках, юртах и шатрах, или выкапывают полуподземные жилища, которые обеспечивают защиту от холода и ветра. Такой уклад нужен для того, чтобы в любой момент сняться со стоянки и приступить к охоте. Или пройти несколько километров к уже убитой добыче. Север в Рунтере богат на крупных животных. Огромных мамонтов, шестиногих когтерысий размером с микроавтобус и дрювасских хряков с огромными бивнями, которых самые отважные охотники используют как ездовых животных. Редкие оседлые племена разводят элнуков, больших бизоноподобных млекопитающих. Их едят, используют как транспорт, а кожу применяют в качестве полотна для письма и передачи важных сообщений. Для жилья возводят так называемые длинные дома. Такие постройки прекрасно подходят для размещения нескольких семей, небольшого поголовья скота и складирования бытовых предметов, хотя и характерны скорее для более теплых краев. Длинные дома, к примеру, были распространены в эпоху викингов и использовались в качестве резиденций правителей и придворных. Назывались они медовыми или бражными залами, по названию напитков, которыми норды упивались во время застолий. Что будете пить? Что тут у нас? Ну да, есть пиво, текила, полно всякого. Сама культура северных кочевников очень похожа на смесь культур скандинавских и арктических племен. Будучи преимущественно охотниками, местные жители одеваются в кожу и меха, шьют плотные куртки и плащи, отороченные шерстью. Для устрашения противников и демонстрации охотничьих навыков используют кости животных. В качестве оружия выбирают дерево и сталь, так как порох на севере практически бесполезен. Кинжалы, топоры, даже огромные двуручные мечи – вот основное оружие жителей севера. Отправляясь на охоту, племена пускают вперед следопытов, самых проворных и легких воинов, которые могут пробежать с десяток километров, не повредив наст и не запыхавшись. Они приучены выслеживать добычу даже сквозь бесконечную метель и прекрасно обращаются с луками и стрелами, еще одним надежным инструментом северян. Племена здесь поклоняются первобытным существам и духам, используя для этого тотемы и идолов, вырезанных из кости. В каждом племени есть морозный жрец, который защищает его от холода и лечит раненых. Охотники и воины нередко руководствуются знамениями, полагаются на амулеты, ожерелья и резные фигурки. Впрочем, ничего тяжелого они с собой не берут, чтобы не замедлять сложный переход в метель и буран. А еще Фрельйорд – это земли матриархата. Во главе племени всегда стоит сильная ратная мать, нередко хладорожденная. У нее может быть несколько мужей, клятвенных отцов, которые занимаются воспитанием отпрысков, учат их владеть мечом, ловить рыбу и охотиться. Северяне – отличные добытчики, справляющиеся и с сетями, и с более изысканными способами рыбалки. Когда на Фрельйорд приходит лето, самые искусные пловцы с ног до головы намазываются жиром, берут с собой дыхательные пузыри и устремляются на подводную охоту. Как и свой исторический прототип, викинги, северяне Фрельйорда – отличные мореплаватели. Они строят быстрые и крепкие корабли, с помощью которых перемещаются летом, а зимой вытаскивают их на берег, чтобы обустроить временное жилище. Узнать северян в толпе легко. Они нередко собирают волосы в косички или хвосты, отпускают длинные бороды. Перед важной битвой они плетут в волосах узел смерти, обещая либо победить, либо пасть в бою. Воины нередко носят татуировки, с помощью которых они рассказывают историю своей жизни, символизируют связь носителя с первобытными духами и обозначают принадлежность к клану. В этом северяне Рунтеры схожи с нашими инуитами, которые делают похожие татуировки, используя иглы или заостренные кости рыб и сухожилия животных. После удачной охоты за дичью или нерасторопными соседями северяне закатывают пир, отмечают добычу и провожают погибших. Об усопших особенно не переживают. Уважение в племени можно заработать только когда скрестишь оружие с врагом, а смерть с открытыми глазами – это огромная честь. Копать морозную землю не с руки, поэтому для умерших северяне строят туры – конструкции из груды камней для хранения останков.
Северяне верят в беззаботную загробную жизнь на бескрайних ледяных равнинах. Вечную битву, прерываемую только на возлияние, как в Вальгалле, не обещают, но тоже сойдет. Кстати, пьют северяне в основном медовуху. Хорошей добычи может хватить надолго, поэтому после сытной пирушки племена засаливают еду, чтобы переждать особенно холодные зимы, когда каждый день может стать последним. Слушай, какой бы ужасной ни была эта метель, мы должны кормить лошадей и ходить посрать время от времени. Когда племена не заняты охотой, они отбиваются от налетчиков. Север – место неспокойное, и многие кланы типа Когти Зимы выживают только за счет слабых. Во время охоты на себе подобных племена не гнушаются использовать тактику устрашения. Мажут лицо кровью и пеплом, придавая себе устрашающий внешний вид и имитируя боевое безумие. Еще один привет берсеркам и ярлам. В общем, Фрельйорд – место не самое спокойное. Под ногами вечное зло, а смерть может прийти и в виде свирепого йети, и в виде кинжала от ближайших соседей, и в виде голода посреди замерзшей пустыни. Шурима. Есть, правда, в Рунтере пустыни более привычные, с песками, барханами и редкими оазисами. Добро пожаловать в Шуриму, некогда прекрасную столицу с золотыми дисками, а ныне руины, навсегда погребенные и забытые в песках. Вы наверняка знаете ее чемпионов. Бессмертных братьев Насуса и Ренектона, заклятых врагов Азира и Зерата, или даже грустную мумию Амуму. В древние времена в здешних песках располагалась империя, равной которой по силе не было ни до, ни после. Ее процветание обеспечивали могучие вознесшиеся, полубоги-воители, получившие свою силу во время специального ритуала поклонения солнцу. Однако после неудачного вознесения последнего императора Шуримы, Азира, империю буквально разнесло на куски, и теперь на месте золотого города лишь обломки. Но жизнь найдет лазейку в любом случае. Сегодняшние шуримцы, уже далекие потомки тех, что жили во времена Великой Империи, в большинстве своем бедуины, ведущие кочевой образ жизни, да и редкие племена, выстраивающие свои города и поселения вокруг немногочисленных оазисов. Воды и тени. Так приветствуют друг друга жители Шуримы, подчеркивая, что сколько бы золота и волшебных самоцветов не таили в себе пески, главные сокровища здесь – это вода и прохлада. Простираясь на тысячи километров по всему материку, древняя империя вобрала в себя множество культур. Поэтому коренных шуримцев, в привычном понимании этого слова, не найти днем с огнем. Каждый живущий ныне в этом крае – это носитель мультикультуры, впитавший в себя все лучшее и худшее из народностей, ее создавших. Такая эклектика прослеживается и в одежде, которой пользуются бедуины. Здесь в ходу любые расцветки и фасоны. Главное условие – ткань должна быть свободной и дышащей, а крой – защищать носителя во время обжигающей жары дневного солнца и смертельно опасного холода пустынной ночи. Шьют одежду умелые шуримские женщины-швеи. Для изготовления ткани используют лоскуты, собирая одежду как мозаику или отдельные пряди. Жители пустыни почитают это ремесло и верят, что весь мир когда-то был соткан великой пряхой. Это костюм для бомжа, детка. Я не позволю тебе в таком виде ходить. 15 лет назад, да, но сейчас. Но ведь его ты создала. Я не оглядываюсь назад, я иду в первых рядах. Сами шуримцы – смуглые от солнца и примесей железа в колодезной воде, поджарые и даже атлетичные. Все-таки жизнь в пустыне накладывает определенный отпечаток. Здесь нет каст в обычном понимании, но представителей разных профессий можно вычислить очень легко. Основная часть населения Шуримы занимается торговлей. Распродают все – древности из глубоких песков, ткани, работы местных ремесленников. Тоннами вывозят из Шуримы золото, накопленное за сотни лет процветания империи. Узнать успешного торговца легче легкого. Он обязательно будет одет в яркие одежды, обшитые золотом. При нем будет охранник, а видеть вы его будете только издалека, потому что любой уважающий себя бизнесмен передвигается по Шуриме на скалаши, огромном рогатом животном, приспособленном к пустынному климату. Анатомически скалаши очень похожи на бизонов, при этом имеют шкуру мамонта и очень длинные ноги, характерные скорее для жирафов. Рост скалаши может достигать 10 метров, от копыт до верхушки горба, который запасает воду для долгих переходов.
Шуримцы очень любят скалаши за неприхотливость и грузоподъемность. Непременно раскрашивают их шкуру хной и развешивают на рога амулеты. Впрочем, скалаши – это не единственный способ перемещения по пустыне. Некоторые кочевники путешествуют на дорминах – огромных, покрытых хитином животных, способных издалека чуять воду. Шуримцы разбивают передвижные лагеря прямо на их панцирях. Совсем отчаянные путешественники запрыгивают на спины пескоплавам – огромным существам, которые двигаются по пустыне в поисках пропитания, жуков и мелкой живности. Управлять ими невозможно, зато они не против попутчиков. Наконец, торгаши победнее передвигаются на своих двоих с большими тюками, под завязку набитыми мощными артефактами или безделушками, их напоминающими. Шуримцы те еще прохиндеи и с радостью разведут любого оказавшегося в пустыне гостя, продав ему блестящую чепуху, выдав за небывалую древность. Великолепно. Послушай-ка, но ведь этот ящик пуст. Хотя и настоящие артефакты здесь встречаются. На поверхность их поднимают многочисленные охотники за сокровищами. Эти безбашенные ребята за звонкую монету отправятся в любое, даже самое темное подземелье и попытаются достать заказчику что-нибудь ценное. Или выступят провожающим для экспедиции, которая хочет сделать это самостоятельно. Отправляться в развалины Древней Империи, которые охраняет древняя магия, задачка не из простых. Шуримцы вообще часто работают гидами, ведь само путешествие по здешним краям представляет собой бесконечные переходы от оазиса к оазису. Зевак, сбившихся с проторенной тропы, пустыня забирает быстро и незаметно, поэтому среди шуримцев так популярна профессия проводника. Узнать их в толпе легко, чаще всего они путешествуют налегке. На поясе у них болтается разве что неизменный бурдюк размером в человеческое бедро, под воду и козье молоко. Они облачаются в неизменные плащи с капюшонами, такие отлично спасают от солнца и помогают укутаться под светом луны. В руках проводник держит крепкий посох или трость. На такие удобно опираться при длительном переходе, а если наткнешься на зыбучие пески, за них удобно будет вытащить зазевавшегося гостя. Сами дети пустыни в такой просак не попадают. Ну что опять с вами? Я проваливаюсь. Почему? Так уж получается. Еще одна каста – разбойники, живущие в пустыне. Нет ничего более лакомого для бандитов, чем караван с гостями из других стран, забредший далеко от охраняемых торговых форпостов. Таких неосторожных гостей шуримские разбойники дожидаются в засаде, маскируясь под окружающий ландшафт. Для передвижения они используют специальные устройства, похожие на небольшие лыжи. Так удобнее бегать и скользить по высоченным дюнам бескрайней равнины. И шесты, похожие на те, что используют олимпийские прыгуны. Путникам, которых застают врасплох банды, не позавидуешь. Их точно убьют и ограбят, а может быть даже и съедят. Чего добру-то пропадать? Впрочем, разбойники – не самое страшное, что может встретить тебя в пустыне. Глубоко в песках водятся создания бездны, пожирающие все, до чего добираются. Районы их охоты знающие проводники обходят за много километров и правильно делают. Нет ничего хуже, чем услышать в темной ночи на привале крик зерсайского разведчика. Северные районы Шуримы давно попали под влияние другой существующей империи – Ноксуса. Местные жители заключили договор с ноксианцами и платят за свою безопасность пряностями, артефактами и золотом. Здесь, вблизи к умеренному климату, рекам и большой земле процветает рыболовство, а племена начали отстраивать небольшие города. Архитектура изысканностью не блещет. Повсюду глина, камень и редкий кирпич. Так строили здания в Древнем Египте в условиях постоянной жары. Шуримцы усиленно пытаются воссоздать архитектуру Древней Империи, возводя храмы солнца. Но там, где раньше золотые диски парили в воздухе, теперь только сделанные из бронзы и меди подделки, подвешенные на канатах к кривым столбам и неровной плитке. Утрачен был и древний язык. Красивое и витиеватое, почти напевное наречие заменила упрощенная пародия, грубая и приземленная. Сегодняшние гордые шуримцы похожи на пустынные кактусы. Их империю смело много веков назад. В течение многих лет они воевали с соседями и созданиями бездны. Сама природа настолько враждебна к ним, что требует постоянной внимательности и натренированности.
И тем не менее, даже в таких условиях в мир приходят все новые и новые дети пустыни. Колючие и неприветливые. Все они как один помнят наследие предков и ждут, когда над Шуримой вновь засияет огромный солнечный диск, символизирующий власть нового императора. Ноксус. К северо-западу от Шуримы, на основном обитаемом материке, раскинулась другая империя. Здесь, в чуть менее суровом климате, уверенно поглощает одну культуру за другой Ноксус – милитаризированное государство с самой многочисленной армией во всей Рунтере. Дом для самых могущественных чемпионов Рунтеры, брутальных братьев Дариуса и Дрейвина, амбициозных политиков Свейна и Амбессы, искусных магов Мел и Леблан. Империя Ноксуса состоит из сотен завоеванных поселений, городов и даже небольших стран, поэтому люди здесь такая же разношерстная компания, как и их пустынные союзники. Однако, если в Шуриме после присоединения нового региона его культура оставалась нетронутой, как бы растворяясь в общем котле из вероисповеданий, быта там и обычаев, то в бесконечной экспансии Ноксуса целые народности сминались и были вынуждены отказаться от привычного уклада жизни во благо империи. Республика будет реорганизована нами в первую галактическую империю! Такой подход можно назвать безжалостным, вполне справедливо, хотя и у него есть свои плюсы. Многие народы присоединились к Ноксусу, не проронив и капли крови. Все ради защиты и технологий, которые предлагает служба империи. Но давайте по порядку. Чтобы понять обычных жителей Ноксуса, надо сначала разобраться, как же устроена империя в целом. В основе государственного устройства здесь лежат принципы, которые с натяжкой можно назвать принципами меритократии. Это такой подход к управлению, при котором доступ к власти получают только наиболее способные люди. В классической интерпретации способные – это самые образованные и компетентные. К примеру, в истории нашего древнего Китая к власти допускали людей, лучше всех сдавших экзамены по искусству, конфуцианству и основам управления, независимо от их происхождения. В версии Ноксуса главным определяющим фактором успеха является сила, мощь в ее классическом понимании, убийственная скорость и ловкость, даже дар к магии, сойдет что угодно. В такой системе любому, кто может проломить тебе башку, автоматически честь и почет. И пускай на пальцах это выглядит очень первобытно и неустойчиво, у Ноксуса пока что получается не просто сохранить уже имеющиеся территории и людей, но и постоянно ими прирастать. Конечно, при таком государственном строе не касаться темы войны не получится, тем более, что Ноксус и правда большую часть своих ресурсов тратит на экспансию. Но давайте посмотрим на тех, кто эту военную машину, измеряемую в сотнях тысячах копий, обслуживает. Итак, человеку, родившемуся в империи Ноксуса, несказанно повезло. Он может добиться чего угодно – высоких чинов, генеральского ранга или даже престижного титула, если рискнет и ему хватит сил. Но это когда-нибудь потом, а пока его задача – трудиться, не покладая рук и головы, на благо военной машины. Хочешь быть садоводом? Да пожалуйста! Только выбрось из головы мечты о цветущем саду с розами и хризантемами. Армии нужны лекарственные растения, а твой городок как раз близок к линии фронта, поэтому будь добр, подчинись. Это не значит, что в Ноксусе совсем нет роз. Просто их выращивают только в той точке империи, где это наиболее выгодно. Всегда мечтал стать скульптором и увековечить свое имя как Роден, Бернини или Микеланджело? Давай чуть позже. А сейчас нам нужно построить огромную триумфальную арку на тракте, ведущему к новому завоеванному городу. Мало творчества? Ну пусть в камне будут вырезаны сюжеты о славных победах империи, только сильно не выделывайся. Времени мало. Что, говоришь, выучился на инженера и планировал всю жизнь провести за чертежами и расчетами? Надень-ка ты эту шляпу и поезжай за границу в качестве каменщика войны. Разузнай побольше, как устроены городские стены и с какой стороны лучше всего ударить Трифорийскому легиону. А пока Дариус будет бить морду очередному гигантскому троллю, начни прокладывать дорогу к завоеванному городу и жди дальнейших поручений. В общем, даже миролюбивые профессии в Ноксусе служат одной цели – поддержанию боевой мощи
мощи его армии. Относительно далеко от войны в Ноксусе лишь купцы, которые не чураются покупать и продавать даже врагам империи, а еще многочисленные крестьяне. На землях Ноксуса много плодородных почв, и растут все основные культуры, а разведение животных здесь – занятие для сильных духом, ведь на службе у империи помимо лошадей есть еще и огромные василиски. Чтобы прокормить армию из тысяч таких зверей и сотен тысяч воинов, нужны миллионы, если не десятки миллионов крестьян. Хорошо, что их в достатке. В ноксианских городах царит строгий стиль. Его архитектура почти полная противоположность тем светлым и просторным строениям из Демасии. Нет, в монументальности местным дворцам и крепостям не откажешь, но их внешний вид начисто лишен любой помпезности. Здание ноксианцев в первую очередь строится для обороны, а уже потом для всего остального. Ближайшими параллелями такому подходу являются направления советского конструктивизма и английский брутализм. Принципы практичного дизайна прослеживаются во всем – в изготавливаемом оружии, инструменте, маленьких механизмах и крупных осадных машинах, даже в гигантском Левиафане, крупнейшем военном корабле Ноксуса. Практичность вообще одна из главных благодетелей Ноксуса. Постоянно разрастающейся столице постепенно становится тесно в городских стенах, поэтому новые жители возводят свои постройки уже за пределами бастионов. В самом же городе из-за наплыва гастарбайтеров и частой смены собственности после дворцовых интриг и заказных убийств стало абсолютной нормой возводить к уже имеющимся домам огромные пристройки. Внешний вид и архитектурный код ноксианцев волнует слабо, а благоговеть перед камнем они попросту не умеют. Другое дело – Нокстора – огромные, уже упомянутые каменные арки, которые каменотесы возводят вдоль основных путей на завоеванных территориях. Их задача – служить напоминанием новым колониям, что не стоит поднимать голову слишком высоко и демонстрировать всему окружающему миру превосходство империи. Идея строить такие сооружения на земле принадлежит римлянам, которые возводили подобные арки на месте боевых подвигов, чтобы помпезно въезжать в завоеванный город. Некоторые из них сохранились до нашего времени. Наконец, еще одним важным сооружением в инфраструктуре Ноксуса и не менее важной точкой притяжения горожан являются многочисленные арены, места, в которых воины зарабатывают себе славу, а остальные отдыхают в кругу друзей. Сходить в Колизей и поболеть за бьющихся здесь с другими людьми, диковинными существами и даже минотаврами воинов – отличный план на вечер для всей семьи. Ноксианцы вообще очень любят соревноваться. Одним из главных развлечений среди мужчин и даже женщин является борьба. По традиционным правилам соревнующиеся облачаются в свободные шаровары, обматывают торс полосками ткани и босыми вступают в круг. Задача борца – заставить соперника сдаться или выбросить его за пределы круга. Подобными правилами руководствуется, например, японское сумо, однако в отличие от него соперникам в Ноксусе разрешено нещадно лупить друг друга руками и ногами, использовать болевые приемы, броски и даже ломать конечности. Разумеется, все это сопровождается ставками, а посмотреть на бойцов стекаются люди со всего района. Получается, что и здесь выживает сильнейший, а если хочется простого человеческого счастья и гармонии, нужно отправляться в страну, что чуть ближе к природе, в Ионию, например. Иония. Иония – это набор провинций на восточном архипелаге, который находится в состоянии войны с Ноксусом. Это одно из древнейших и красивейших мест во всей Рунтере. Здесь мир духов наиболее близок к миру материальному, и это ощущается во всем – в реках, в воздухе и в самих цветущих островах архипелага. А еще отсюда родом настоящие чемпионы ниндзя – Зет, Акали, Шен и Кеннон, и самураи – Ясуо, Йоне и Мастер Yi. И кунг-фу здесь тоже преподают. Когда-то давно первые смертные противостояли здесь титанам, и напоминанием об этих битвах служат бесконечные руины в труднодоступных горах. Местные не торопятся их убирать, храня как памятники, пусть и не понимая, чему именно. Население Ионии вообще редко торопится, по крайней мере, так было до вторжения захватчиков. Размеренная жизнь в гармонии с природой, поиск баланса в себе и вокруг себя – вот кредо островитян.
Смешно сказать, у ионийцев нет даже собственной армии, хотя по архипелагу щедро раскиданы многочисленные монастыри, преподающие всем желающим боевые искусства наравне с философией и эзотерикой. Ионийцы учатся управлению энергией, рукопашному бою и обращению с оружием, традиционными мечами и посохами, и более экзотическими – камой, кунаями и прочими сюрикенами. Люди здесь предпочитают быть воинами в саду, а не наоборот. Они сильны духом и пытаются всячески его прокачивать, совершенствуя свое тело и оттачивая навыки. На островах много святилищ, в которых местные жители и немногочисленные паломники погружаются в транс и учатся общаться с бестелесным миром под предводительством наставника. Поговаривают, что самые прилежные ученики местных мастеров настолько прокачивают свой третий глаз, что способны не пользоваться зрением, буквально ощущая ауры, исходящие от живых существ и природы. Авторы из Riot Games при создании Ионии явно вдохновились восточными культурами и Японией в частности. От принципов и подходов ионийцев так и веет синтоизмом, верой в духовность природы и даже предметов, и буддизмом, продвигающим идеи мистического созерцания в поисках просветления. Перекликаются с нашим Востоком и идеи храмов, в которых мастера наравне с духовными практиками учат своих студентов практикам более прикладным. Например, известный всем китайский Шаолинь, родина многих школ и стилей боевых искусств, предлагает последователям строгую дисциплину, прийти к которой можно через бесконечные медитации и тренировки. Шаолинское кунг-фу. Это круто. Помимо любви к духовным практикам, жители Ионии зарекомендовали себя как неплохих магов. Находясь в месте сосредоточения магических сил, ионийцы научились использовать их на благо себе и окружающему миру. Ремесленники здесь — это не просто кузнецы, умело обращающиеся с молотом и наковальней. Жители Ионии, обрабатывая горные породы, общаются с металлом, буквально нашептывают ему желаемые свойства и с помощью магии придают необходимые формы. Особенное оружие мастера Ионии способны наделить духом стихии. Таких клинков мало, но они легко дадут фору отборным лезвиям, отлитым на заводах Пилтовера. В мире о них почти не знают, потому что иониец скорее отдаст свою жизнь, чем добровольно расстанется со своим мечом. Помимо кузнечного дела, трудяги из Ионии известны своими работами с деревом и цветами, одними из самых священных на острове материалов. Из дерева изготавливаются и заговариваются рукояти для оружия, ритуальные предметы и маски, невероятные по звучанию музыкальные инструменты, флейты и барабаны. При этом необходимый материал не срубают бездумно, а просят у деревьев, и те с радостью делятся, оставляя в отданном материале частичку духа леса. Цветы же собирают и пускают на различные ткани и чернила для каллиграфии. Искусство нанесения рун и ритуальных символов на предметы и оружие тоже очень ценится среди жителей Ионии. Созданный таким образом артефакт наполняется магией и приобретает необычайные свойства. Где ты это взял? На раскопках в Фивах. В архитектуре преобладает уникальное направление, называемое на Земле арбоскульптурой. Ионийцы ценят природу и практически никогда не срубают деревья. Вместо этого так называемые древесные ткачи с помощью магии заставляют деревья расти, принимая нужную для создания помещений форму. После того, как такой живой каркас будет готов, его покрывают черепицей, которая тоже аккуратно вписывается в ландшафт. В постройках Ионии нет ни одного острого угла. Здания здесь становятся частью окружающего мира и даже изменяются вместе с ним. Ведь стены и каркас дома буквально вырастают со временем. Земляне так пока не умеют, хотя гималайские умельцы народности Ксахи похожим образом возводят мосты, которые служат сотни лет, буквально выращивая их из корней фикуса. Дом каждого ионийца не дом, пока в нем нет живого сада. Если же места в жилище мало, сад разбивают прямо на крыше. Не пропадать же площади. Культура ионийцев ценит возделывание земли гораздо выше охоты, поэтому в основном в регионах архипелага для пропитания возделывают землю и выращивают различные плодоносные и фруктовые растения, рис и чай.
От солнца и дождя крестьян-собирателей защищают соломенные шляпы, похожие на японские касы или китайские доули, поэтому их легко отличить от представителей других профессий. Промышляют ионийцы и рыбалкой. В местных водах водится рыба буквально любых форм, цветов и размеров, поэтому каждая поклевка – сюрприз для мастера. Ионийцы – настоящие модники, хоть и предпочитают красоте внешней красоту души. Здесь распространены запахивающиеся халаты, кимоно, одежда из перьев и даже тростника, которые ионийцы покрывают яркими цветами, орнаментами и узорами. Хотя вместо слепящих аксессуаров любой иониец охотнее предъявит миру до блеска начищенную годами тренировок и медитаций ауру и изысканную речь, полную цитат философов прошлых тысячелетий. Проходят века, но скорбь и тоска всегда остаются со мной. Развлекаются жители Ионии сдержанно. В программе созерцания, церемонии чаепития, групповые сеансы медитации, боевые искусства да паломничества в священные для ионийцев места. Поэтому хоть жизнь здесь и полна гармонии, но чего-то в ней все-таки не хватает. Знаете, чего-нибудь такого, что иногда заставило бы сердце биться чаще, спирало дыхание и разгоняло застоявшуюся кровь. Чего-то такого, что встретишь однажды и уже никогда не забудешь. Например, вооруженных до зубов разбойников, пиратов и бандитов всех мастей. Билджвотер. Йо-хо-хо и бородатая леди. Добро пожаловать в самый отвязный кусочек Рунтеры – портовый город Билджвотер. Место, куда бегут в поисках свободы, боевой славы и чтобы скрыться от недовольных кредиторов. Здесь не действуют законы, а вместо государственных институтов, полиции и короля – шайки разбойников, бесконечно грызущих друг другу глотки за место под солнцем и звонкую монету. Здесь в кабаке можно наткнуться на приспешников Мисс Фортуны и Гангпланка, а темные воды охраняют Пайк, Таам Кенч и Наутилус. Если вы думаете, что в таком местечке вам сойдет с рук любое вызывающее поведение, подумайте еще раз. Все-таки местным жителям практически нечего терять. Они блестяще обращаются с кинжалами и пистолями, а на утро никто даже пальцем не пошевелит, чтобы выловить из воды тело очередного разговорчивого храбреца. Формально здесь даже есть шериф, но единственный закон, однозначно действующий в этих водах, это звонкая монета, которую готовы заплатить за головы особенно буйных граждан. Для этого даже доски специальные придумали, практически дикий запад. Свобода здесь заключается не в том, чтобы творить что душе угодно. В Билджвотере свободный рынок, чем пользуются стекающиеся отовсюду нечистые на руку торгаши и контрабандисты. Здесь не важно, откуда у вас взялась семейная реликвия богатого рода или новомодная хикстековая штучка, о свойствах которой знают 3 человека в лабораториях Пилтовера. Если на вашу вещь найдется покупатель, значит, у нее есть и справедливая цена, а это все, что нужно местным коммерсантам. Хотя местным не совсем корректное слово. Постоянного населения в Билджвотере немного. Его составляют аборигены, называющие себя бухру, да горстка бывших мореплавателей, доживающих свой срок в относительном покое вдали от контрабанды, погонь и абордажей. Бухру – единственная культура, которую можно назвать коренной на Билджвотере. Это племя аборигенов, поклоняющееся огромному морскому существу. Его учтиво называют «бородатые леди» и делают постоянные подношения. Члены племени пользуются в Билджвотере огромным уважением. Они крепки, отлично приспособлены к мореходству, знают воды архипелага как свои 5 пальцев и прекрасно ориентируются по звездам. Заиметь на корабле лоцмана из местных к большой удаче. Впрочем, сами аборигены неожиданному соседству рады не слишком. Некоторые районы города возвели прямо на месте их храмов и священных мест, поэтому при виде хамоватых пиратов бухру нередко закатывают глаза и что-то бурчат себе под нос. Билджвотер или Змеиные острова, так его называют местные жители, расположен в неспокойных водах. В древние времена к берегам постоянно приплывали огромные морские чудовища, и бухру построили хитрую систему защиты. Вокруг острова выстроены огромные рога, звук которых заставляет хищников уплывать прочь.
Типичная карьера жителя Билджвотера – путь пирата или контрабандиста. Банды постоянно ищут рекрутов. Их ряды тают из-за естественных причин, поэтому горячие головы нужны всегда, особенно если за плечами у них какой-никакой опыт. Умеешь готовить – будешь кормить экипаж. Хорошо ориентируешься по карте – будешь лоцман. Не владеешь никакой профессией, но очень хочется денег и славы. Заходи на борт матросом. Полюбуйтесь, капитан. Славные матросы, как на подбор. Бывалые морские волки. Сорви головы. И это твоя заправская команда? Разумеется, где есть море, процветает и рыболовный промысел. Самые бесстрашные жители Билджвотера выходят в море вдвоем или даже в одиночку, а охотятся с помощью огромных механических гарпунов с особыми крюками и снастями на разную морскую живность. За право взять в команду особо искусных гарпунщиков тут натурально режут глотки. Вокруг них нередко собирают всю команду. Правда, век их, как правило, недолг. В основном же рыбаки вступают в артели, занимающиеся промышленной ловлей и заготовкой морских гадов любых размеров. Здесь используется оборудование посерьезнее персональных гарпунов. Часто для такого промысла нужны целые команды опытных рыбаков, ведь охотятся они вовсе не на мелкую рыбешку, а на исполинских морских чудищ. Такая охота нередко кончается потерями в личном составе. Зато остальная команда может несколько месяцев жить припеваючи, вытащив пойманное существо из воды. Уже в доках таких гадов подвешивают с помощью специальных крюков. Часто их длина сопоставима с многоэтажным домом, поэтому разделывают и потрошат их с помощью строительных лесов. На местном рынке такое предприятие сможет продать почти любую часть тела или орган морского чудища. Производство практически безотходное. Процветают и те, кто способен обрабатывать органы этих существ. Скорняки, кожевенники, мясники, изготовители зелий, аптекари и алхимики. Ресурсов на острове почти нет, поэтому работать приходится исключительно с дарами моря. Отпусти его, и никто не пострадает. Проклятие. То же и с архитектурой. В Билджвотере почти нет камня или других сносных материалов. Поэтому строители используют для возведения построек то, что под руку попадется. В основном попадается то, что прибивает к берегу. Старые доски, паруса, целые остовы кораблей, севших на рифы. И из них и собирают жилье. Гражданам побогаче из сухих и хорошо сохранившихся досок или целых мачт и килей корабля. А беднякам – из всего остального. Раз мало земли, значит негде и хоронить погибших после особенно бурной ночи в кабаке. Билджвотерцы веряют погибших в воде, подвешивая над местами таких захоронений буйки. Для богатых побольше и посолиднее, для бедняков из того, что нашлось под рукой. Определить, к какой касте относится житель Билджвотера, просто. Богачи строятся и проворачивают свои делишки в верхней части города и спускаются в порт только в преддверии путешествия. Они сухие, ухоженные, от них приятно пахнет цитрусом, практически единственным естественным богатством Билджвотера. Беднякам же остается строиться у самой воды. Нередко море буквально облизывает входные пороги их жилищ, а добираться до работы и кабаков приходится на лодке, поэтому скромные работяги вечно ходят в мокрых портках, хлюпают сапогами, часто болеют и воняют рыбой, сбежать от запаха которой в порту практически невозможно. Встречаются эти две касты только в знаменитых билджвотерских кабаках, в которых и происходит вся основная движуха. Здесь заключаются самые жирные сделки, договариваются о зонах влияния авторитеты, проигрываются в карты целые состояния. Ну и от крепкой драки тут никогда никто не откажется. В доках пониже к развлечениям добавляются подпольные бои, мистические и ритуальные услуги и гэмблинг, в котором можно выиграть целое состояние. Главное вовремя уйти из заведения на своих двоих. Хочешь узнать, чем сегодня дышит Билджвотер? Отправляйся в ближайший бар, закажи себе грога, и, быть может, разговорчивый бармен подскажет тебе, где водится золотой кракен. Только следи за языком и не выпускай из рук кошелек. Пилтовер.
Если свободные воды Билджвотера кажутся вам чересчур хаотичными, а привыкнуть к запаху соленой воды и морепродуктов не получается, добро пожаловать в Пилтовер. Единственный мегаполис на всей Рунтере, ее научный центр и город победившего прогресса. Здесь, среди мощенных мостовых и изящных зданий в духе викторианской Англии XIX века, кипит жизнь инженеров, изобретателей и торговцев со всех концов Рунтеры. Именно Пилтовер стал центральной локацией анимационного сериала «Аркейн», во многом благодаря тому, что здесь встречаются персонажи из разных социальных слоев, регионов и даже цивилизаций. Научным руководителем статного Джейса был низкорослый Йордал Хеймерсдингер, а у правильной аристократки Кейтлин возникли запрещенные в Российской Федерации чувства к простой забияке Вай. Пилтовер стоит на пересечении важных морских и сухопутных торговых путей, что делает его важнейшей точкой на карте мира. Большую часть Пилтовера занимают гавань с огромными кранами, склады и рынки, которые работают круглосуточно, обеспечивая город непрерывным потоком товаров. Корабли из Демасии, Билджвотера и Ноксуса привозят сюда специи, меха, редкие минералы и, конечно, сырье. Являясь одновременно научным и торговым центром Рунтеры, Пилтовер достиг небывалых высот в развитии технологий. По дорогам ездят мотоциклы, механические экипажи и дискобеги, а в небе летают дирижабли. Ага. Пилтоверцы умело и часто используют порох, внедрили в жизнь пневмопочту и знают принципы гидравлики, строят двигатели, сложные механизмы и даже роботов. Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Основные изобретения Пилтовера связаны с извлечением прибыли и инфраструктуры. Например, чтобы увеличить проходимость портов, пилтоверцы построили сложную систему фуникулеров, по которым транспортируют корабельный груз, а для перемещения людей между уровнями используют огромные лифты. Для соединения отдаленных районов строят огромные разводные мосты, внешне напоминающие знаменитый Голден Гейт. А после изобретения Хекстека здесь появились хекстековые врата, позволяющие телепортировать дирижабли на тысячи километров. Хекстек – технология, сочетающая в себе магию и механику. С помощью кристаллов Хекстека воспользоваться магическими свойствами предмета может любой человек, даже не обладающий способностями. Хотя создать такой артефакт под силу немногим. Даже у самых искушенных изобретателей на это уйдут годы, а простым работягам лучше за это вовсе не браться. Хекстек в Пилтовере используется повсеместно, от уличного освещения и отопления домов до оснащения дирижаблей и сложных медицинских аппаратов. Владеющие секретами Хекстека кланы инженеров и изобретателей – элита общества, которая метит своим знаком принадлежащие им здания, товары и продукцию. Вторая часть элиты – купеческие кланы, банкиры и финансисты, сколотившие состояние на торговле редкими материалами на местном рынке. Все они живут в домах с зимними садами и оранжереями, катаются в прогулочных экипажах, устраивают приемы, на которых подают устриц, экзотические фрукты и вина из самых дорогих погребов Рунтеры. Говорят, что они украшают свои жилища золотом внутри и снаружи. Но это неправда, хотя блеснуть своим богатством элиты и правда любят. Вместо этого архитекторы используют полированный мрамор, бронзу и стекло. Кстати, там, где это возможно, здания ставят в виде четкой геометрической застройки, как в кварталах Барселоны или в центре Петербурга. Настолько пилтоверцам важны комфорт и порядок во всем. Правит мегаполисом совет, в который входят лидеры этих кланов и другие почетные граждане Пилтовера, известные ученые и изобретатели. Завтра весь Пилтовер увидит технологию будущего! Какой ужас! Средний класс Пилтовера – инженеры, мастера и торговцы. К ним же можно отнести служителей закона. Роль полиции в Пилтовере выполняют миротворцы. Они снимают просторные квартиры с видом на гавань, обставленные мебелью из полированного дерева. Преступность в Пилтовере на самом низком уровне в истории, во многом благодаря 40-этажному исправительному учреждению, расположенному на отдельном острове. Пока заключенные думают о правильности своего пути, им поручают несложные бытовые задачи – помыть посуду или прибраться во дворе. В самом низу пищевой цепочки находятся простые работяги – служащие доков, грузчики, подмастерья на производстве. Их жизнь подчинена ритму торговли и работы мастерских. Здесь существует строгая гильдия
гильдейская система – часовщики, корабельные мастера, гильдии ремесленников, ювелиров и даже ассоциация картографов. Как в Европе времен промышленной революции, эти союзы определяют, кто и что может производить, устанавливают стандарты и обучают людей. Кстати, об учениках. В Пилтовере есть несколько академий и университетов, преподающих механику и естественные науки. Дети богатых родителей учатся в подобных заведениях, регулярно посещают лаборатории и мастерские. Лучших из них преподаватели, занимающиеся исследованиями Хекстека, забирают в подмастерье. Дети бедняков часто остаются без образования, изучая лишь ремесло своих родителей, чтобы продолжить семейное дело. Пилтоверцы по-настоящему трудолюбивы и стремятся к совершенству во всем. И средний класс, и элита одеваются изысканно, по последней моде. Женщины носят длинные платья с корсетами, перчатки, шляпки с вуалями и ожерелья с хрустальными вставками. Мужчины предпочитают костюмы, цилиндры, жилеты с часовой цепочкой и трости с хекстековыми механизмами. А вот к татуировкам пилтоверцы относятся предвзято. Нет, если вы приехали из другой страны, в вас вряд ли будут тыкать пальцем. Но коренной житель Пилтовера вряд ли решится нанести татуировку на собственное тело. Слишком уж сильно они ассоциируются здесь с обитателями Нижнего города. Кстати, о нем. Заун. Заун – это район Пилтовера на нижней части побережья. Город под городом, покинутый большей частью населения из-за катастрофы, случившейся здесь много лет назад. Если Пилтовер – это светлый викторианский Лондон, то Заун – индустриальный Манчестер времен угольного смога. Узкие улочки, мосты из ржавого металла, трубы, из которых клубится химический пар, и нависающие конструкции создают атмосферу вечного полумрака. На этих улицах вырос главный маскот Лиги – синеволосая Джинкс. Здесь усилиями ученого Синджеда вырвался наружу гнев Зауна – Варвик. Именно здесь Виктору пришла в голову идея великой эволюции, призванной преобразить мир людей до неузнаваемости. Из-за постоянного смога зауниты называют свое небо серым. Сквозь вечный дым промышленных производств и отходы жизнедеятельности светлого Пилтовера здесь никогда не видно солнечного света. Сами жители Зауна относятся к своему положению философски, с детства приспосабливаясь к железному привкусу во рту и слезящимися от газа глазам. Ну и что здесь не видно солнца? Его свет давно научились заменять искусственными источниками, а в оформлении зданий и вывесок активно применяют неон, флуоресцентные материалы и яркие граффити. Ну и что стекается мусор со всего мегаполиса? Зажравшиеся пилтоверцы часто выбрасывают полезные вещи, и жители Зауна их обязательно найдут. Я-то думал, что тот раз был последним. Если ради этого нужно будет покопаться в груди металлолома в токсичных каналах, так для этого есть специальные мусорщики на ходулях. Уж как-нибудь разберутся. Сидя на горе из мусора верхнего города, зауниты научились изобретать бытовые приборы из говна и палок. Пока житель Пилтовера тратит драгоценные недели, рассчитывая идеальные параметры изделия, житель Нижнего города собирает 10 таких штук у себя в гараже. 9 из них не сработает, но тот единственный правильный экземпляр будет служить изобретателю верой и правдой во всех его, как правило, не самых чистых делишках. В Зауне нет совета и законников. Власть здесь давно поделена между баронами, поддерживающими хрупкий порядок и преследующими свои интересы, нередко выходящие за пределы Зауна. Почти каждый барон поддерживает взаимовыгодные связи с кланами Пилтовера, а для проворачивания своих и чужих грязных делишек за спиной у них всегда найдется банда головорезов, способных на все ради горстки монет. Вы отправитесь в очень плохое место и погибнете при исполнении. Но до тех пор вы моя проблема. Химтек – это местный аналог Хекстека, синтезирует который ученые из Зауна. Он родился как альтернатива дорогой технологии Пилтовера. Производить химтек проще, и на него не нужно дорогостоящего сырья. Правда, он смертельно ядовит и взрывоопасен, а его постоянное использование трансформирует человека до неузнаваемости, но жители Зауна готовы идти на риск. Для запуска химтекового производства требуется немало светлых умов.
Их в Зауне тоже достаточно. Сюда стекаются все ученые и изобретатели, чьи эксперименты на родине сочли опасными или негуманными. С неограниченным финансированием от баронов и в условиях полного беззакония эти ученые проводят свои сумасшедшие эксперименты на людях и животных и с помощью химтека пытаются создать в своих тайных лабораториях сверхчеловека. Халк! 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 Ай, да чтоб ты, сволочь, зеленая скотина, обойдусь без тебя! Впрочем, есть у этого и позитивная сторона. Химтековые производства обеспечивают жителей Зауна рабочими местами. Химики, механики, простые рабочие – выбор не так велик, как на поверхности, но зарабатывать честным трудом можно даже здесь. Один только Glask Industries – крупнейший конгломерат Зауна, занимающийся всем подряд. От лекарств до респираторов обеспечивает рабочими местами тысячи людей. Удивительным образом развилось в Зауне протезирование. Началось все наверняка с травмированных на производстве рабочих, а с появлением химтек-технологии обрело поистине промышленный масштаб. Меняют все. От простого протезирования потерянной на опасном производстве руки до полноценной замены целых органов на искусственные. Услуги хирургов востребованы здесь как нигде в Рунтере. Наемники порой целенаправленно отказываются от частей тела ради модификаций. Кому-то меняют глаза, чтобы видели в темноте, кто-то встраивает в руки оружие, а кто-то устанавливает модульные протезы, чтобы менять инструмент перед каждым выходом на дело. Так как Заун все же находится прямо под Пилтовером, здесь расцвел и черный рынок. Контрабанда, торговля рабами, оружием, запрещенными везде веществами, поддельными драгоценностями и уже упомянутыми протезами. Купить и продать здесь можно все. Главное не забывать отстегивать процент баронам. Еще один карьерный путь, доступный жителям Зауна – воровство, грабежи и наемничество. Начинают зауниты рано. В связи с плохой экологией люди здесь долго не живут, поэтому город полон сирот, которых воспитывают улицы. Ради защиты и заработка они начинают с мелкого хулиганства и подворовывают на рынке, а уже окрепнув, занимаются делами посерьезнее. Берут заказы у баронов или неожиданно похищают оказавшихся в Зауне зевак с богатыми родственниками. Да, киднеппинг здесь полноценная и очень перспективная статья доходов. Я не знаю, кто ты такой. И что тебе нужно. Если тебе нужен выкуп, сразу скажу, у меня денег нет. Еще один представитель малого бизнеса в Зауне – различного рода массажные и не только салоны, полные традиционных и экзотических красоток всех форм и размеров. Их работа здесь практически ничем не регулируется, ведь за безопасность они отстегивают процент химбаронам. Мода в Зауне хоть и практичная, в основном ходу кожаные куртки с множеством карманов и клепок, защитные очки, перчатки с металлическими вставками и сапоги, но сильно выделяющиеся на фоне стерильного Пилтовера. Зауниты любят яркие прически, с удовольствием делают татуировки, украшают свои протезы и одежду флуоресцентной краской и рассекают по улочкам Зауна на ховербордах и роликах. Там, где жизнь подсовывает только лишение и упадок, расцветает культура. Каждые 100 метров в Зауне можно наткнуться на свежие и очень талантливые рисунки от местных граффитистов. А слухи о легендарных концертах, которые устраивают на нижних уровнях музыканты, долетают и до верхнего города. Не покидают это место жители Зауна по простой причине. Несмотря на жизнь в бесконечном смоге, которую чужаки считают невозможной, на местных темных улочках они чувствуют себя как рыба в воде, а полное беззаконие считают настоящей свободой. Ишталь. Хотя самая свободолюбивая и одновременно таинственная культура находится южнее Пилтовера и Зауна, в самом сердце зеленых лесов Рунтеры. Этот регион, называемый Ишталь, почти полностью состоит из непроходимых джунглей, куда практически не долетают отголоски далеких войн. Ишталь – это родина драконов и колоссальных элементалей, в джунглях которой нашли пристанище многие из Вастаи. Хамелеон Ника, дикая кошка Нидали или охотник Ренгар, выслеживающий в этих
священных джунглях своего заклятого врага Казикса. Известно и о правящей династии, которую вот-вот возглавит амбициозная принцесса Киана. Желая сохранить природу нетронутой, жители Ишталя стали возводить аркологии, внешне похожие на пирамиды ацтеков и майя. Конструкции, представляющие из себя масштабные, но одновременно компактные автономные города, состоящие из множества архитектурных комплексов, расположенных на ограниченной территории. Концепцию аркологий в реальном мире придумали в 60-е годы. Она должна была подружить человеческие строения с окружающим миром. Отсюда и появился термин, сочетающий в себе архитектуру и экологию. Предполагалось, что такие сооружения будут безопасны для окружающей среды и самодостаточны, а все отходы жизнедеятельности будут перерабатываться. Такой подход очень близок к жителям Ишталя. Как и ионийцы, они стремятся жить в гармонии с окружающим миром. Возводя аркологии в местах средоточия магии, они никогда не нарушают хрупкий баланс экосистемы. Однако там, где жители Ионии пытаются с природой договориться, иштальцы подходят более прагматично, ведь основу этого общества составляют элементалисты, способные управлять стихиями и подчинять их своей воле. Они не знают водной стихии и будут, как беспомощные младенцы, делать первые вздохи. Учите их, чтобы они поскорее перестали мучиться стыдом из-за своей ненужности. Быт типичного жителя Ишталя нельзя представить без магии. Она используется повсеместно. Жители гор с ее помощью срезают каменные пласты и добывают ресурсы. Охотники меняют течение рек и направление ветра. Ремесленники одним движением превращают добытый ресурс в готовое изделие. Большую часть жизни иштальцы оттачивают знания стихийной магии. Весь мир они видят упорядоченно, как набор аксиом. Эти аксиомы и их сочетания пронумерованы и являются священными для любого жителя Ишталя. Ведь способности к элементальной магии определяют не только качество быта, но и положение в обществе, разделенном на касты. В самом низу находятся простые рабочие, ремесленники и охотники. Как и остальные иштальцы, они владеют элементальной магией, но пользуются ей исключительно в быту, ограничиваясь базовыми аксиомами для упрощения жизни. Статусом повыше находятся хранители пути, особая каста магов, патрулирующие линии силы, соединяющие аркологии. Они вооружены клинками и чакрамами, традиционным оружием иштальцев, и выполняют роль местной армии, когда случайный чужак забредет за границу священного леса. Наиболее опытные элементалисты, посвятившие себя стихийной магии, получают право вступить в ряды Юнталь, правящей династии, которая, несмотря на преемственность власти, является скорее отдельной кастой, чем семьей. Стать членом Юнталь может любой желающий, готовый проявить достаточно прилежности в изучении магии и пройдя серьезные испытания под присмотром настоящих мастеров. После прохождения инициации они создают себе особые магические одежды изумрудного цвета, отличительный знак местных элит, и получают право брать себе учеников. Наконец, лучшие из Юнталь имеют шанс стать префектами в отдаленных аркологиях, взять на себя роль законодательной, исполнительной и судебной власти в регионе. Это самая престижная позиция, доступная человеку не королевских кровей. Одеваются иштальцы легко. Мужчины носят набедренные повязки и туники, женщины – платья и накидки. Обязательны ожерелья, браслеты, серьги из цветных камней. Предпочтение отдают желтым, зеленым и земельным цветам. Гордые иштальцы считают всех вокруг выскочками и лицемерами и с помощью магии отпугивают случайно забредших зевак и уничтожают целые экспедиции, отправленные из других государств в поисках земель для завоевания и легкой добычи. Еще ни одна из таких экспедиций не вернулась из Ишталя домой. А еще Ишталь — это, пожалуй, единственное место, где вам может посчастливиться увидеть живого дракона. Рассмотрите вы его вряд ли. Драконы отлично прячутся в местных джунглях и горах и предпочитают не контактировать с людьми. Как и коренные жители Ишталя, больше всего на свете они ценят свободу и уединение.
На этом наше погружение в культуры Рунтеры подошло к концу. Не рассказали мы разве что про сумрачные острова, потому что рассказывать нечего, ведь живым дорога туда закрыта. За кадром остались и культуры антропоморфных существ, типа Вастая и Йордлов. О них мы расскажем как-нибудь в другой раз. Если вам понравилась наша виртуальная экскурсия, подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео и пишите в комментариях, в какой еще уголок Рунтеры вам хотелось бы заглянуть. Ролик, как всегда, сделан силами редакции торговой площадки FunPay. С вами были сценарист Дмитрий Мормуль, диктор Андрей Хайвер и монтажер Влад Грампс. Спасибо за просмотр и до фан-встречи в других видео.